Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на март 2023 года. Моими компаньонами сегодня будут это Суфи Таро, а также языческий Ленорман. Именно эти колоды нам будут раскрывать все особенности первого весеннего месяца, ну и того событийного ряда, который вас ожидает. Поэтому настраивайтесь на расклад и будем смотреть эти моменты. Общая энергия месяца, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы, я думаю, вам видны. Мы приступим. Итак, общая энергия месяца. У вас здесь ложится аркан башни. Не нужно сразу пугаться и думать, что это какие-то негативные аспекты. Не всегда это так, и мы это будем прояснять и уточнять дополнительными арканами. Но для многих это действительно энергия трансформаций. Крушение старого образа жизни, начало нового. Это изменение старых устоев, норм, правил, традиций. Для кого-то это изменение вообще любых сфер жизни из-за каких-то социальных или геополитических изменений. Сейчас посмотрим, так ли это. Да, потому что здесь падает башня и туз мечей. Смотрите, я не могу сказать за всех, но у многих действительно из-за накала страстей, боевых действий может идти, ну вы знаете, как изменения по всем фронтам. И если вы живете в геополитически спокойной зоне, то для вас это острые вопросы, связанные с недвижимостью, то есть продажа, покупка, аренда, субаренда, ремонт. То есть решить для себя какие-то вот эти вот бытовые аспекты и задачи, то есть устранить те моменты, которые вас не устраивают. Если рассматривать вопросы работы, ну, тут даже частично перекликается. Почему? Потому что, смотрите, тройка жезлов – это искать новые горизонты, это плыть новым горизонтом, искать более перспективную работу, либо новые возможности. Будем прояснять и смотреть, так ли это. Итак, для тех, кто у нас на текущем этапе не работает, ну и работать, допустим, не может. Здесь ложится аркан Дурак. Видите, как новый этап, новый старт жизни, поиск нового источника дохода. То есть действительно здесь искать для вас новую реализацию, способы заработка, какой-то, может быть, дополнительной подработки. Единственное, что если у вас есть уже взрослые дети, то может идти еще финансовая поддержка от детей или дотация, выплаты на детей. Если вы в статусе соискателя, по десятке жезлов ситуация тяжелая, потому что здесь, видите, как сложный путь. Нужно плыть, идти к новым берегам, менять сознание, менять ситуацию и адаптироваться к текущим переменам. То есть найти ее будет сложно. Я не вижу в рамках этого месяца трудоустройства, но в любом случае ваши усилия, они впоследствии дадут результаты. То есть нужно действительно в рамках этого месяца будет попотеть и поискать то, что для вас актуально. Если вы у нас наемный сотрудник, смотрите, у нас здесь падает дочь огня, ну либо паж жезлов, это карта искры, любопытства, нового начала. То есть здесь быть в стихии, это быть на волне, это действительно поймать возможность за хвост, уловить какие-то тенденции, либо, ну как вам сказать, знаете, если предлагают какой-то интересный вариант, от него не отказываться, а действительно воспользоваться этим шансом. Если же у вас свой собственный бизнес, здесь падает аркан маг. Обратите внимание, как здесь в вопросах хаоса летают эти листки. То есть здесь кардинальные перемены. Это попытки стабилизировать текущую ситуацию в момента хаоса. Это в связке с тройкой жезлов действительно может идти перемещение вашего бизнеса в другую точку, в другой регион. Но ситуацию вы сможете держать под контролем. Если смотреть финансовую составляющую, у вас здесь ложится колесо фортуны. То есть здесь действительно вас закрутит как белку в колесе. Но смотрите, деньги есть. Но обратите внимание, видите, вода выплескивает из этого колеса. То есть здесь будут кардинальные траты. Траты здесь могут быть сопряжены, поскольку колесо фортуны – это у нас резкие перемены. У вас это с покупкой новой недвижимости, с арендой новой недвижимости, не обязательно это жилая, коммерческая, может вы там офис свой открываете, с поездками, с переездом, со сменой места жительства. Но тем не менее ресурсы для всего этого найдутся, это самое важное. И опять же, колесо фортуны – это поймать возможность, поймать шанс, потому что для кого-то это
фаза кризиса, а для вас это будет фаза роста. Вопросы здоровья. Здесь падает аркан смерть. Сейчас даже дотяну, хочу посмотреть, что же здесь такое. И тройка мечей. Но по этим картам это однозначно эмоциональные переживания. Почему? Потому что дно колоды двойка мечей. В связке этих карт это не вопросы там, инфаркта или инсульта, чтобы вы здесь не переживали, а попытки закрыться от этого хаоса, от всего происходящего, потому что здесь будет такое эмоциональное либо нервное истощение. То есть попытки сгруппироваться, сориентироваться в этой ситуации, знаете, как выстоять. Если у кого-то по этим картам действительно имели место быть, ну вдруг тревожное настроение, панические атаки, то здесь самостоятельно будет сложно справиться. Нужна будет помощь психолога, либо, возможно, психотерапевта, который может вам прописать необходимые для вас там легкие седативные препараты. Если смотреть вопросы личной жизни, здесь падает у нас 7 мечей. Ну, как вам сказать, по этой карте это ситуация, когда в каких-то острых моментах будет проявляться поговорка: кто друг, кто враг, а кто просто так. То есть снятие масок, открытие ситуации, ну, вот в отношении вашего партнера или партнерши. Будем смотреть, что же здесь по факту. Итак, для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. Туз чаш. Здесь может быть новое знакомство, но, повторюсь, по 7 мечей это с корыстными какими-то моментами. Потому что, видите, здесь падает карта суд. По суду этот человек не свободен, состоит в семейных стабильных связях, но от вас это будут скрывать. Поэтому здесь и падает эта 7 мечей. Это сокрыть ситуацию, сокрыть информацию, но вы сможете пролить свет. То есть интуитивно почувствовать, что что-то здесь нечисто, неладно. Ну и как следствие этой ситуации избежать. Если же вы у нас состоите в любовных треугольниках, что здесь для вас? 7 мечей и жрец. Для некоторых это может отыграться как ситуация, ну, допустим, есть один брак традиционный, допустим, никях, ну, если там у вас религия такова, да, то есть один брак по канонам религии, но он будет считаться как неофициальным, допустим. Но здесь у некоторых это будет желание вернуться в семейные взаимоотношения. То есть если вы были женаты или замужем, насладившись эмоциями на стороне, это будут попытки вернуться в семью, восстановить те связи, те взаимоотношения, которые у вас были с вашим постоянным партнером или партнершей. Если вы в стабильных связях, 7 мечей, 7 жезлов, здесь попытки закрыться, попытки не видеть какие-то нечестные моменты по отношению к вам, либо использование вас в чем-то, манипуляции какие-то. Здесь не обязательно, тут, понимаете, тут не про измену. 7 мечей, 7 жезлов и умеренность, что вас здесь могут использовать ради своей зоны комфорта. То есть отношения не по большой любви, а, знаете, как поскольку вы закрываете все базовые потребности человека. И вот эта информация вам может открыться, вы можете внутренне это ощутить, прочувствовать. Если смотрите советы и рекомендации, у вас неспроста здесь ложится 2 пентаклей. Это лавировать, адаптироваться, уметь найти ресурс в любой ситуации, при любых возможностях. В чем-то, да, видите, как белка в колесе. Уметь сопоставить, сравнивать, найти альтернативные варианты, приспособиться. Назову это так. Это для вас будет задача номер 1. Не знаю почему, но у вас даже дно колоды колесницы. То есть для многих это будет сопряжено с поездками, с переездами, со сменой места жительства, с вопросами как адаптация на новом месте. Смотрим с вами неожиданность этого периода. Какова здесь будет ситуация, какой здесь будет информационный посыл к вам. Так, Роб, Аист и Змея. Это неожиданные перемены, перемены, которые вы не планировали. Причем, видите, дно колоды здесь падает у нас аркан Луна. Луна — это то, что связано с Родиной. Тем более у вас здесь падает Аист и Змея. Для многих как ситуация, которую вы не ждали, или какой-то вы не планировали. Это не вопрос о смерти, потому что за картой грубо падает карта Аист. Это как сложные перемены, либо перемены, которые принять вы пока не готовы ментально, эмоционально. У кого-то даже понимание, осознание, что вы пригрели у себя змею.
ну, не на груди, на руке, ну, то есть человек, который вас сковывает, не дает вам движения и возможности развиваться, двигаться дальше. Не всегда это близкий человек, это может быть, ну, я имею в виду, вторая половина, это может быть родственник, это могут быть какие-то близкие друзья, которые вами манипулируют, потому что по Луне это люди, которые к вам крайне приближены. Конечно, у нас Луна в первую очередь указывает на близкие или родственные связи, то есть муж, жена, там, отцы, матери и так далее. Но здесь у каждого отыграется по-разному. Для кого-то действительно это вопросы второй половины, для кого-то взаимоотношений с родственниками. Поэтому расклад, скажу честно, не очень, ребят, но эти вам моменты я озвучиваю для того, чтобы не настроить вас на негатив и негативную волну, а для того, чтобы, во-первых, смогли этого избежать, во-вторых, предупрежден, значит вооружен, и вы сможете подготовиться к каким-либо событиям с пользой для вас и эти острые моменты обойти. Вот этого искренне от всей души желаю. Ну а для вас все негативные аспекты я закрою позитивными, для того, чтобы весь этот негатив канул в небытие. Никому это не нужно. Наша задача сейчас таким образом скорректировать вам ситуацию, чтобы для вас отыгрывались только положительные какие-то перемены. Если же вы просто задумали переезд, перемещение, то для вас это просто будет аспект сложной адаптации, но не более того. В любом случае, я от чистого сердца вам желаю только всего самого лучшего, и пусть в вашей жизни всегда будет счастье. Я вас благодарю за просмотр, с вами не прощаюсь, до новых видео.